Снова созрели томаты, они такие ароматные, вкусные, сладкие. Август месяц заканчивается, и пришло время сделать очень вкусную заготовку из помидор. И меня ее научила делать одна из местных жителей, а мы живем в Бессарабии, поэтому эти помидоры она называла помидоры по-бессарабски, смакота на зиму. Вот так называется сегодняшнее видео на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Все ингредиенты пересчитала на 3-литровую банку. Меньше не закрываем, потому что они очень вкусные. Открываешь, и буквально вот за один присест мы все съедаем. Остренькие, ароматные, вкусные получаются. Итак, давайте приступим. Мне нужна 3-литровая банка. Затем в банку вмещается от 1,5 килограмма где-то до 1600 граммов помидоров. Все зависит от того, какие они крупные. Если крупные, то 1,5 килограмма. Если есть помельче, то тогда 1,6 кг. Вот некоторые банки у меня 1,6 кг получилось. Далее чеснок. Чеснок обязательно мне надо 100 граммов на одну 3-литровую банку. Вот это и есть бессарабский смак. Далее нужен перец красный сладкий. Именно красный и уже очищенный я взвешиваю 200 граммов. Мне надо вот красного перца чистого, без семян, без плодоножки на одну банку. Нужен еще обязательно горький перец. Так как у меня вот этот перчик не очень горький, то вот это у меня, видите, какие колокольчики, то я ставлю по одному, вычищаю все семена, и в красный тоже еще не острый, но все равно все семена и плодоножку я убираю, разрежу и покажу дальше, что я делаю. Ну и обязательно в эти помидоры зеленый укроп, он у меня вот такой густой вышел, получился, и я вот зелененькие, вот эти стебли с листиками, с этими цветоносами, все, вот это тоже пойдет. Получается у меня на одну банку 6 граммов. Далее перец горошком, лавровый лист, это я в конце покажу. Нам нужна будет соль, сахар и уксус 9%. Ну а теперь я еще раз покажу вам вот все на 3-литровую банку, что надо. Вот смотрите. Итак, 1,5 килограмма томатов, чеснок 100 граммов, перец сладкий чистый 200 граммов, горький перец 1 штука, укроп зеленый 6 граммов, перец горошком мне 10 штучек надо, лавровый лист 1, соль крупная 1 столовая ложка сверху, сахар 3 столовые ложки сверху, 9% уксус 5 столовых ложек. Ну а затем приступаем к этим всем прекрасным приготовлениям вот этой смакоты на зиму. Ставлю чайник с водичкой на газовую плиту. Чайник закипел, поэтому уже пора заливать. Первый раз заливаю помидорки. Вот какой пар. На 10 минут накрываю крышечкой. Банки у меня помыты содовым раствором. Крышечки уже чистые, кипяченые. Наливаю полный и 10 минут. Укроп режу вот на такие кусочки. Чеснок отправляю и затем сюда же отправляю. К чесноку отправляю укропчик и сейчас займусь перцем. Пока у меня чайник собирается закипать, я тем временем еще готовлю, уже очищаю перчик. Вот нужно более мелкими кусочками. Вот видите, здесь в этих перчиках острых нету семян, и он почти не горький, но дает очень специфический приятный аромат такой смакоты. Итак, у меня уже часть наполнена, миксер, и сейчас мы будем измельчать. И измельчаем все овощи, и вот эти, ну, придется по частям, потому что у меня на 3 банки нужно. Вот такая красота измельченная получается. Ну, остается мне весь перец еще тоже измельчить. Это выбираем пока. Ой, красиво. А пахнет, аромат, такой аромат. Ну, смакота, одним словом.
Вот какой перчик получился. Я уже пыталась изменять вот эту рецептуру, то есть вот эти составляющие, вот этот микс чесночно-овощной, и ножиком резала мелкими кусочками, и через мясорубку. Но вот мне нравится вот через этот измельчитель, и получается очень красиво потом в самой банке. Но вы увидите дальше. Тем временем у нас продолжается заливка банок кипятком. Скоро завершится 10 минут после первой заливки кипятка. Итак, первые у нас 10 минут кипяточек был. Мы его выливаем и выбрасываем. Очень удобно с этой крышкой. Руки не обжигаются. Вот, все полностью, вот эту воду, она нам не нужна. Это все мы выбрасываем. А теперь заливаю второй раз. Получается, что я специально не говорила, сколько будет рассола, сколько нужно воды. Получается, со второго раза будет чуть больше этой водички. И вот я залила, накрыла крышкой, еще 10 минут оно будет томиться. А теперь в кастрюле, где у меня будет 3 банки рассола наполнено. Значит, вот это все, что мы измельчили: чеснок, перец горький, перец сладкий, красный и укропчик, это все в кастрюлю засыпаю. На каждую банку 1 лавровый лист и 10 горошин перца. Вот у меня здесь есть 30. Ну и сразу же сюда же добавляю. На одну банку мне надо 3 столовые ложки сверху вот сахара. Вот. Далее у меня вторая банка сразу же. У меня на 3 банки будет рассол. 2, раз, 2, 3. Это немного, это очень даже вкусно. Получается, как будто бы только прокисли помидоры. Ну и вот такая крупная соль. По 1 ложке на банку 3-литровую. 1, 2, 3. Ну а теперь ждем 10 минут, когда банка уже полностью, пока она, вот видите, как в банке помидорки, поднимаются вот такие булечки воздушные. Еще осталось 5 минут, и сюда вот с этой банки уже вторая заливка после 10 минут пойдет в эту кастрюлю. Мы не заливаем новую воду. 2 заливки. У меня плотные томаты в этих банках я закрываю, поэтому нужно дважды заливать кипятком по 10 минут. Теперь вот этот второй рассол 10 минут тоже отстоялся, сливаю вот сюда, где у меня находятся все вот эти специи, перец, лавровый лист, соль, сахар. И получается, что я здесь где-то меньше, вот как оставляю чуть-чуть, где-то 250 миллилитров воды у меня вот эта чашка. Вот. Я не заливаю. Почему? Потому что я же сюда добавила сладкий перчик, чеснок. Вот видите, здесь у меня 250 миллилитров уже рассчитано. Это лишнее. Вот. И теперь в эту банку, сейчас, чтобы видно было, в эту баночку заливаю перед тем, как будет готовый рассол, вот сюда 5 столовых ложек. 1, 2, 3, 4, 5 столовых ложек уксуса. И пока закрываю. Видите, количество помидоров, они уселись, меньше стало, но ничего. Вот этот рассол, вот который здесь у нас, он будет настолько вкусный, что мы потом его используем даже как заливку в юшку рыбную. Зимой это очень вкусно, ароматно. Помидоры вкусные и вот этот рассол. Ну, сейчас будем все банки сюда определять с рассолом и ставить на плиту. Варить вот этот саламур так своеобразный. С момента закипания вот этого рассола я жду где-то 3 минуты, потому что все-таки это все сырые овощи. Пусть 3 минуты прокипит. И только тогда вот этим рассолом заливаю томящиеся в ожидании этого чудесного рассола томатики. 3 минуты прошло, и я заливаю в банку вот этот прекрасный рассол. Накрываю крышкой и закрываю закаточным ключом.
Вот такие они красивые. Для того, чтобы они полностью созрели и не взорвали, я их еще оставлю на сутки в этих вот теплых вещах. Сейчас буду закутывать. Ну что ж, мы завершили заготовку очередной партии томатов по особому рецепту, который называется помидоры по-бессарабски. Укутываем на сутки. А мы с вами прощаемся. Всего самого-самого доброго. Да, кстати, когда у меня уксус был внизу, получается, я налила его перед тем, как заливать вот этот рассол, я обязательно вот так несколько раз перемешиваю. И вот так, таким образом, они еще в теплых вещах созревают целые сутки. Всего доброго, до новых встреч в новых видео.